Всем привет! Добро пожаловать на канал. В этом видео я хочу поговорить про онлайн-презентации, либо онлайн-собеседование. В общем, когда вам нужно что-то рассказывать онлайн, при этом вы что-то показываете, доказываете, отвечаете на вопросы, либо вы записываете это все дело. В общем, как это все сделать? И начну я, конечно же, с того, что нужно ознакомиться с техническим оснащением и согласовать его с другой стороной. То есть, либо вы в университете делаете, либо вы там с кем-то встречаетесь, рассказываете, неважно. Нужно всегда заранее договариваться, где вы будете это делать, потому что сейчас очень много различных платформ, каких-то приложений, которые предоставляют эту самую возможность встречи. Не обязательно Zoom, не обязательно Skype, и это нужно узнать заранее. Могут быть какие-то разногласия. Плюс вы обязательно должны знать всю эту программу, все это приложение, где вы будете встречаться, потому что из серии «да я и так все знаю, что здесь сложного» не работает. Лучше все-таки уделите время и разберитесь, так как за счет того, что это все развивается, опять-таки, программы, приложения делают обновления, у них появляются новые функции, какие-то выделения, подчеркивания, вы можете что-то делать, добавлять, убавлять, убирать окошко и так далее. Это все то, что будет добавлять вам негатива и стресса, когда вы будете презентовать, когда вы будете там что-то рассказывать, когда вы не понимаете, куда вам нужно нажать, что вам нужно отключить. По поводу выключенного микрофона это вообще полная беда. Нужно точно понимать, включен микрофон, не включен, как ваша камера работает и так далее. Все это нужно прям протестировать очень тщательно, чтобы вы прям очень хорошо знали программу, в которой вы работаете. Далее составляем максимально подробный план для вашей презентации, для вашего защиты, для чего у вас там это все нужно, максимально подробный. Опять-таки, очень лестно думать о том, что вы хорошо и так все знаете, все прекрасно, это же онлайн, ничего нет страшного, это не перед преподавателем там что-то делать и так далее, но на самом деле за счет того, что онлайн-презентация, онлайн-защита, это все очень специфическое, это очень сложное, потому что вы никого толком не видите, не ощущаете, вы сидите один перед компьютером. Это как бы необычная ситуация, то есть это не то, к чему вы привыкли. Даже если вы хорошо знаете предмет, это все может сбивать. Соответственно, вам нужно четко прописывать, что вы говорите, когда вы говорите, по какому плану вы идете, что вы рассказываете и так далее. И как раз-таки следующий пункт поддерживает прекрасно предыдущие два пункта. Это то, что вы садитесь и репетируете полностью от и до в самой программе, где вы будете это делать. То есть вы должны прям четко несколько раз, как минимум несколько раз прогнать это все вот в том виде, в котором оно будет. То есть записать себя, это будет хорошо, то есть чтобы вы посмотрели со стороны на себя, что вы делаете не так. Может быть, где-то вы бэкаете, мэкаете, запинаетесь, но вы этого не ощущаете, вы только в записи можете это понять и прочувствовать, и услышать. Хорошо было бы, если бы вы с кем-нибудь знакомым, например, созвонились, и он бы просто, ну, поиграл роль вашего преподавателя или работодателя, или еще кого-то, чтобы вы тоже ему презентовали, чтобы вы привыкли, что есть кто-то, кто вас слушает, кто может задавать вам вопросы и так далее. То есть репетиция и практика — это наше все, особенно если вы вообще этим не занимались, если у вас не было никакого еще опыта в онлайн-презентациях. Соответственно, чем больше вы репетируете, тем лучше, конечно же. Еще по поводу организации. Лучше, конечно, будет, если у вас будет внешний микрофон какой-либо, потому что зачастую встроенные микрофоны, они, ну, достаточно посредственного качества. Есть всякие там отдельные микрофоны, есть микрофоны в наушниках там и так далее. То есть можно попробовать вариации, доступные вам. То есть, если, конечно же, нет никакого доступа к внешнему микрофону, дополнительно покупать, если это одноразовая акция, конечно же, вам не стоит. Но если есть такая возможность, поспрашивайте у знакомых, не знаю, там, посмотрите объявления, отдам даром, некоторые покупают и потом вообще никак не пользуются. То есть лучше, конечно, если это будет внешний микрофон, потому что в любом случае вас будет лучше слышно, качественнее, то есть людям на той стороне не придется сильно напрягаться для того, чтобы расслышать
слышать вообще, что вы говорите. И по поводу камеры тоже, ну, здесь как бы вариации внешней камеры немножко сложнее, потому что ее немного сложнее подключить, но в любом случае, особенно если вы вещаете с ноутбука, то ноутбук нужно приподнять для того, чтобы камера была на одном уровне с вами. То есть подложите что-то, стопку книг, просто подставку какую-нибудь. Я ставлю на подставку для книг тоже вот такую вот раскладную. Это все помогает выровнять камеру, чтобы вы не горбились, чтобы вы не были где-то там, как-то там на каком-то фоне. То есть чтобы камера смотрела на вас, чтобы она была на одном уровне с вами, и это будет гораздо приятнее для вашего собеседника, то есть они будут как бы находиться на одном уровне с вами, и им будет гораздо комфортнее. Пару слов по поводу слайдов. Я немного изучила рекомендации различных университетов, и все они приходят к одному выводу. И первое, это то, что слайды должны быть лаконичными, то есть вы должны написать на них минимум, но максимально информативно. То есть не нужно много мелкого текста, чтобы, опять-таки, принимающая сторона не сидела, не рассматривала, что у вас там написано, особенно если качество связи не очень хорошее, это, скорее всего, будет размываться. То есть четкие, большие какие-то куски информации, слова подчеркнуты, выделены. Плюс советуют как раз-таки цвет включать, чтобы у вас были какие-то вот такие цветовые блоки, чтобы было понятно. Особенно если вы что-то противопоставляете, сделайте это совершенно разных цветов, чтобы как бы даже вот при плохой связи, при плохой презентации все равно тот, кто принимает это все дело, он четко понимал, что вы хотели сказать, что вы хотели показать. За счет ваших слайдов у вас проделается уже большая работа. А еще очень сильно советуют меньше спецэффектов, то есть никаких перелистываний, бабочек, полетов, особенно каких-то видеоштук, которые опять-таки будут перегружать канал, это может тормозить вообще всю презентацию и так далее. То есть как бы лаконичный минимум, очень четкие яркие акценты, очень четкие слова, большие буквы, большие какие-нибудь стрелки и так далее. Это все сыграет вам на руку. Следующее — это сама презентация, что нужно делать, что не нужно делать. Опять-таки, многие сходятся к тому в рекомендациях, что нужно показывать себя не только голову, как бы, а немножечко по пояс. То есть максимально отодвиньтесь, насколько это возможно, чтобы вас все равно было хорошо слышно, чтобы вас было хорошо видно. То есть говорящая голова — это не всегда хорошо, потому что и так ограниченное количество той информации от тела, которую мы можем передать онлайн, ну, она и так ограничена, а за счет того, что вы еще обрезаете себя в кадре, то вы еще минимизируете это все дело. Соответственно, отъедьте немножко от камеры, сделайте, ну вот тоже на тесте, чтобы вас было хорошо видно, хорошо слышно и так далее. То есть лучше по пояс, чтобы были видны руки, был виден плечевой пояс, чтобы вы могли немного жестикулировать, немного показывать, но при этом не нужно слишком много резких движений. Опять-таки из-за того, что может быть плохое видео, может быть не очень хорошее качество, не очень скоростной интернет, либо у вас, либо у принимающей стороны. Если вы будете слишком мельтешить, то есть там слишком мелкие какие-то движения, слишком частые, вы сольетесь как бы у принимающей стороны в какое-то непонятное месиво, он не будет понимать вообще, что происходит. То есть нужно делать какие-то только лаконичные движения, которые действительно поддерживают, помогают вам, что-то там показывают, иллюстрируют и так далее. Но прям сильно там, например, крутиться на стуле, поправлять свои волосы, в общем, делать какие-то мелкие, незначительные движения не стоит, потому что это все замыливает вашу презентацию, это, в общем, работает не на вас. В следующий момент обязательно делайте паузы, когда вы предполагаете, что возможен вопрос, либо когда у вас уже идет какой-то вопрос-ответ, всегда делайте паузу после того, как человек говорит, вам кажется, что он уже закончил, вы начинаете отвечать, а он на самом деле еще не закончил. Все-таки по новому этикету следует подождать немножко дольше, то есть пару секунд хотя бы убедитесь, что собеседник закончил. Или когда вы презентуете, вы понимаете, что вот на этом этапе, скорее всего, будут какие-то вопросы, сделайте эту искусственную паузу, остановитесь немного, отдышитесь. Если вопросов нету, просто продолжайте. А если они будут, то они не наложатся на вашу речь и, опять-таки, не будет каши в эфире. И последнее, о чем я хочу сказать, это то, что если вы сбились,
сбились, ничего страшного, продолжайте. Потому что если мы, например, презентуем в классе, что-то рассказываем, если мы сбиваемся, то ничего страшного не происходит. Но почему-то, когда онлайн-презентации происходят, и человек начинает как-то семенить, сбиваться, начинает так сложно дышать, потому что он начинает задыхаться от того, что он плохо дышит из-за нервов и так далее, это как-то кажется больше катастрофой. Я не знаю, почему это вот какое-то такое психологическое состояние, возможно, из-за повышенного стресса, из-за того, что мы не видим собеседника, мы не можем понять его реакцию, возможно, в начале и так далее. Ничего страшного, это нормальное человеческое состояние. Мы все сбиваемся, даже на темах, которые мы прекрасно знаем и прекрасно вещаем, можем разговаривать часами, но бывает такое, что ты запинаешься, ты спотыкаешься о какие-то факты, какие-то мелкие вещи, которые ты точно знаешь, иногда просто вылетают из головы. Это тоже все нормально. Если вы будете думать о том, что это нормально, это не катастрофа, ничего не произойдет страшного, ничего не обвалится, не обрушится, то это снизит ваш уровень стресса, соответственно, вы сможете продолжить вашу презентацию. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, эти очень простые, понятные советы помогут вам. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.